Проект долговременного экологического мониторинга озера Байкал «Точка номер 1» берет свое начало с 1945 года и является одним из главных проектов НИИ биологии Иркутского государственного университета. Накопленный с тех пор массив данных не имеет себе равных. Это единственные в мире и уникальные по своей длительности наблюдения. Они на 20-30 лет длиннее всех других аналогичных рядов наблюдений. В 2015 году проект был внесен в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки. Качество воды озера Байкал во многом определяется функционированием его экосистемы. Экосистема озера Байкал похожа на экосистему Мирового океана в том отношении, что 95% энергии и 90% круговорота вещества осуществляются за счет планктонного сообщества. То есть для того, чтобы знать качество воды озера Байкал, нужно знать состояние его планктона. За состоянием планктона мы следим с февраля 1945 года. Благодаря накопленному массиву данных мы теперь знаем, какие виды планктона развиваются в Байкале зимой, какие летом, каковы нормы поведения экосистемы озера Байкал в разных условиях. Инициатором регулярного отбора проб на стационарной точке напротив поселка Большие Коты стал доктор биологических наук профессор Михаил Михайлович Кожов. Отбор проб производится каждые 7-10 дней с фиксированных глубин во все сезоны года. В летнее время с научно-исследовательского судна, а в зимнее – со льда озера, где устанавливается так называемая будка Дыбовского. Отбор проб фитопланктона осуществляется при помощи батометра с глубин 0, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250 метров. Учет водорослей ведется в лаборатории с помощью светового микроскопа, а при этом учитывается 439 форм фитопланктона. Зоопланктон отбирается закрывающейся сетью джеди со слоев 0,10, 10,25, 25,50, 50,100, 150, 250. Учет зоопланктона ведется также в лаборатории при помощи методов световой микроскопии, учитывается 774 формы зоопланктона. Также на точке номер 1 измеряется прозрачность и температура воды. Прозрачность измеряется по белому диску сейки, температура измеряется термометром, вмонтированным в батометр с глубин 0, 5, 10, 25, 50, 100, 150, 200 и 250 метров. Все эти процедуры со времен Михаила Михайловича Кожова выполняются по раз и навсегда принятой схеме. Это позволяет, например, сравнить данные 2015 года с данными 1945 года и не думать о том, что отличие данных вызвано применениями других материалов либо методик, которые были использованы при их получении. Данные, полученные при обработке сборов фито и зоопланктона с карточек первичной обработки, заносятся в единую компьютерную базу данных, созданную доктором биологических наук профессором Ольгой Михайловной Кожовой в 70-е годы прошлого века. В настоящее время она включает более 5 миллионов записей и активно используется исследователями в научной работе. За эти годы удалось установить много о функционировании экосистемы толщи воды озера Байкал. Благодаря мониторингу стало известно о межгодовых колебаниях численности и о периодической смене одних доминирующих организмов другими. Подобные колебания нельзя выявить без столь длинного ряда наблюдений. Таким образом, сейчас по целому ряду видов, таких как Басмина лангерострис, Дафния лангеспина, Циклопс каленсис и Пешура байкаленсис, мы можем видеть существенные колебания численности за последние 70 лет, а также едва не состоявшееся замещение аулокозеры байкаленсис ничей ацикуларис. Ни один из выполняемых в настоящее время мониторинговых проектов не имеет такой разрешающей способности. И ни один ряд долговременных наблюдений в нынешней лимнологии пока не может сравниться с проектом, начатым Михаилом Михайловичем Кожовым.